Сегодня мы с группой финских туристов поехали посмотреть новые места. Начнем с того, что моя основная профессия – организатор путешествий. Сегодняшняя поездка проходила в рамках моей работы, и заодно я решил показать вам несколько мест, которые просто необходимо посетить, когда вы будете в Испании, неподалеку от Аликанте. Ссылку на дешевые авиабилеты в Испанию вы найдете в описании к видео. Выехал за гостями я в 7 утра и успел встретить рассвет в машине. Сначала мы полюбовались и пообнимались с 2000-летней оливой, а потом поехали в Рейеу. Целью посещения были только что открывшаяся там в одном из ущелий навесная тропа и смотровая площадка со стеклянным дном. Я всегда мечтал посмотреть, как цветет миндальная роща, и сегодня мне это удалось. Это очень красиво. Судя по карте Гугла, нам нужно было перейти по тропе через озеро. На деле все оказалось так. Озеро давным-давно высохло, но карта этого не показывает. Виды здесь очень классные. Так, а нам нужно будет сначала подняться вон туда наверх. Здесь бывшая дамба. Смотри, да, что яркий. В общем, 1,5 километра пешком по дну высохшего озера, и мы у цели. Вход только под личную ответственность. Дороги перекрыты. Ну что же, будем за себя отвечать. Здесь закрыто. Ну вот так вот выглядит эта дорога. И заканчивается она смотровой площадкой. Хотя туда идти нельзя, но там сейчас находятся 3 человека. Следующий пункт программы – город Гвадалест. Меня несколько смутили показания навигатора, что 15 километров мы будем ехать час, но я решил ему довериться, так как раньше из этого места в Гвадалест не ездил. Позже я понял, почему так долго. Дорога просто кончилась. Сначала пошла грунтовка, а потом началась какая-то тропа. Дорогу мы пережили. Друзья, мы добрались до Гвадалеста. Это было нечто. Эмоции переполняют. Это действительно было очень красиво, но очень стрёмно. Я все боялся, что проткнется колесо. К счастью, мы проехали этот маршрут, и это было прикольно. Но в следующий раз, конечно, поедем по другой дороге.
Прогулка по улицам Гвадалеста не займет много времени. Город очень компактный. Но вот в музеях, а их здесь целых 10, можно залипнуть надолго. Друзья, чем знаменит Гвадалест? В Гвадалесте живет порядка 250 человек, официально зарегистрировано. И на такое количество людей приходится просто какое-то неимоверное количество музеев. А посещаемость Гвадалеста в год порядка 2,5 миллионов человек, что составляет практически такое же количество, как музей Прадо в Мадриде. То есть каждый посещающий Аликанте, он обязательно бывает здесь, в Гвадалесте. Я в Гвадалесте был много раз, уже, наверное, больше 10, но каждый раз мне очень интересно здесь бывать. Само поселение возникло еще в XI веке, в мусульманский период испанской истории. Укрепленный замок Сан-Хосе, сооруженный маврами на вершине неприступной скалы, предназначался в основном для хранения собранных налогов. Он и сейчас считается главным символом Гвадалеста. От замка короля остались лишь руины, но сохранилось старинное кладбище, где и сейчас хоронят жителей крепости. Одна из главных достопримечательностей этого места – озеро Гвадалест. Его бирюзовый цвет приводит в восторг. На самом деле это водохранилище, созданное искусственно. В 70-х годах 20 века на реке Гвадалест соорудили плотину. В результате этого образовалось озеро. Водохранилище сегодня считают одним из самых красивых в провинции Аликанте. Я на 100% уверен, Гвадалест никого не оставит равнодушным. Для посещения в Гвадалесте, безусловно, рекомендую дом Ортунья, где вы узнаете, как жили дворяне в 17 веке. А через этот дом вы попадете на самый верх крепостной стены. Увидите старое дворянское кладбище и великолепнейшие виды на город и водохранилище. Друзья, здесь просто бесподобно. Приезжайте, съездим вместе. Здесь сегодня очень пусто, понедельник, а на выходные здесь очень много народу, особенно летом. Друзья, мы в шикарном месте, это тоже Гвадалест, но приблизительно в 5 километрах от самого городка. И мы сегодня заканчиваем наше путешествие в музей исторического транспорта. Этот музей владелец начал с того, что починил один мотоцикл. И за одним мотоциклом пошел второй, третий, велосипеды. Сначала он собирал транспортные средства здесь, по области, потом начал ездить в другие города, потом по всей Испании собирал, привозил, чинил, и таким образом появился музей. И надо отметить, что все транспортные средства, которые здесь находятся, они все отремонтированы и все на ходу.
Hay uno que no funciona. ¿Qué es? ¿Qué es? Una moto, vale. Вот мне только что сказали, что здесь не работает только один мотоцикл. Все остальное работает. Друзья, рядом с историческим музеем есть магазин продуктов местных умельцев. И здесь вы можете купить продукты, произведенные здесь, в Гвадалесте или в ближайших городах. Здесь есть консервы из нисперо, это местный фрукт, по-русски это мушмула. Здесь его растет так много, что из него производят кучу всякой всячины, начиная от пива и заканчивая ликерами. Здесь есть вина, ликеры местного производства, миндаль, тоже собранный здесь в лесах. Шляпы, произведенные здесь же. Смотрите, я вам рассказывал про нисперо. Из него также делают пиво, соки, нектары всевозможные. Здесь продаются овощи, фрукты, опять же собранные здесь. Смотрите, авокадо местный, помидор выращенный здесь же. Колбасы, которые приготовлены здесь же, неподалеку, в Гвадалесте. Смотрите, все очень вкусно. Также здесь можно попробовать различные напитки и купить их с собой. Смотрите, вот в этих бочках они хранятся, алкогольные напитки. Здесь мистелла, это очень сладкий ликер. Его можно попробовать, а потом захватить с собой бутылочку. Москатель, тоже это вино, достаточно сладкое. Портвейн, вермуты и так далее и тому подобное. Друзья, день пролетел сегодня незаметно. Успел я сегодня нахвататься страхов и получить огромное удовольствие от видов, от пейзажей, от посещенных мест, от общения с людьми. Приезжайте, посетим Гвадалест вместе с вами. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.